Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Мы уже 2 дня собираем урожай огурчиков на 3 растениях, которые мы посеяли 4 апреля. Ну а то, что чуть-чуть позже, 18 апреля были посеяны на рассаду еще огурчики, это Арктика у нас. Наш любимец. Смотрите, сразу же, когда уже установилась погода, целые гроздочки вот этих огурчиков. Ну, это у нас 4 апреля. Сегодня у нас 21 мая. И уже пришло время для зеленых операций и для того, чтобы подвязать. Тем более, что мы всегда выращиваем уже Арктику в этой теплице в один стебель. Сразу же отвечаю на вопросы. Другие сорта, обычные сорта, в один стебель огурцы не выращиваются. Особенно если они пчелоопыляемые и много цветов вместо огурцов, вместо зеленцов. Поэтому их нужно выращивать, может быть, в открытом грунте, а может в теплице, но нужно отдельно. У нас эти гибриды постоянно уже с 2014 года мы начали их попробовали, и они нам понравились, мы на них остановились. Но из-за того, что было как-то и прохладно, и времени не было, ну и самое главное, нельзя было до полнолуния и полнолуния заниматься зелеными операциями, мы их не трогали. Вот. А сейчас вот те, которые, ну и 4 апреля я уже провела обрезку, формировку. И сейчас вам покажу, что и как мы делаем для того, чтобы получать хороший урожай вот на Арктике и в один стебель выращивать. Итак, вот я уже подвязала, но сейчас покажу еще раз, как мы вот вначале это все делаем. Мне понадобится подвязка, вот такая у нас есть. Ножницы с марганцовкой, веревочка обязательно. Снова же для того, чтобы не было долго времени, завязываем на проволоку. Здесь у нас морские узлы тоже используются, как и для томатов. Но они очень редко мы делаем, потому что огурцы обычно плетутся самостоятельно. И вот выбираю, вот он огурчик. И сейчас я вам покажу, что я буду с ним делать. 21 мая, Водолей, прекрасное время, убывающая луна. Время для того, чтобы провести обрезку, так называемые зеленые операции. Итак, у нас ниточка есть. Теперь у нас задача подвязочку сделать. Для начала, так, марганцовка обязательно. Сейчас это очень такое время, когда много инфекций, вирусов. Смотрите, подвязываю. И сейчас мы как раз будет возможность увидеть, что здесь у нас лишнее и что мы будем убирать. Можно было раньше это делать, но я снова же говорю, я на полнолуние никогда этих вещей не делаю. В крайнем случае, там сразу же после полнолуния у нас есть графики, вы это видите. Лучше я потеряю урожай, но здоровые растения. Итак, смотрите, у нас огурчик уже будет плестись вверх. Убираю все наши осики. Вот так вот, где видим, позже будут. Кстати, вот это, что мы имеем, мы вот это используем в нашу компостную кучу, обязательно используем. Теперь, смотрите, сверху начиная, да, чтобы видно было, убираю все пасынки. Они легко выламываются, так, чтобы видно было, здесь видно хорошо, видите, пасынок и огурчик. Вначале, конечно, Арктика всегда по одному огурчику формирует. Смотрите, здесь большой пасынок. Так, вот видно, да? Вот, убирая листик, чтобы вы увидели. Его тоже не хочет ломаться, мы берем ножницами, обрезаем. Еще один пасынок, да, большой, да, чуть-чуть потеря урожая. Но зато сформирована хорошая корневая система. Как мы высаживали, мы об этом рассказали. Еще сразу разбираюсь с пасынками. Еще большой пасынок. Ой, а здесь очень большой пасынок. Но мы его тоже убираем. И здесь большой пасынок тоже убираем. Далее. Вот листья, которые по земле уже ходят, они будут болеть. Я их тоже сразу же убираю. Так. Вот. И этот листик, который у нас на земле. Усики мы все убрали. И теперь очень важный момент. Первые огурчики. Вот у нас здесь первый. Я убираю. Смотрите. До 5-го огурца. Первый, второй огурец тоже убираю. 3-й, 4-й, 5-й. Вот эти огурчики просто брали бы на себя
все питательные вещества, и наш огурец не формировал бы дальше мощную корневую систему. Здесь очень мощная корневая система потом будет. А вот дальше уже будут формироваться, и мы уже вот собирали урожай. Вот таким образом, вот это мы все сделали с огурцом. Затем мы просто будем убирать усики. Я их убираю, вот здесь еще есть усик. Смотрите. Ну, тот, кто уже занимается, это знает, что вот смотрите, здесь есть и огурчик, здесь есть листики. Если вы боитесь, вы можете оставить. Ну, вот смотрите, насколько это видно. Сейчас я вам вот таким образом покажу. Вот огурчик маленький, а вот пасынок. Видите, с листиком. Вот его надо выломать изначально, потому что там дальше у нас будут дни в знаке рыбы, и нельзя будет ничего делать с зеленых операций. Вот я сделала вот такую вот подготовку к большому урожаю наших огурчиков. Вот еще один у нас дальше, я все их, видите, оставила. Вот там у нас еще рассада готовится, снова же Арктика, к посадке в той теплице. Ну вот смотрите, здесь тоже очень много у нас пасынков, без подвязки еще. Еще раз покажу, что я убираю. Убираю вот этот пасынок и вот этот лист. То, что на землю ложится, мы убираем всегда. Вот. Здесь вот эти листики тоже семидольные мы тоже убираем. Там внизу еще пасынок и огурчик убрали. Здесь огурчики убираем. Это получается там 1, 2. Тут пасынок на третьем. Смотрите, убираем. И огурчик убираем. Так, листик оставляем. 3, 4 пасынок и огурчик. 5 огурчик и пасынок. Я когда-то не понимала этот момент, что нужно убирать первые огурчики. И всегда оставляла первый огурчик. Потом растение болело и слабенькое было. Вот огурчики можно и просто цветочки. Первые 5 удаляйте, вот даже в простых сортовых. Убираем. Вот смотрите, у нас уже это 5 было. 6 огурчик оставляем, но пасынок убираем. Далее 6, 7. Все это вот убираю. И усики. Вот он, пасынок. Видите, когда он побольше, видно, листик там будет. И мы убираем его. И далее будут формироваться огурчики. То же самая ситуация здесь. Здесь у нас, вот, смотрите, он пасынок, да? Мы его убираем и убираем вот таким образом. Вот сейчас его остается только подвязать. Вот сколько на земле осталось из зеленых операций, зеленых листиков. Вот здесь уже были у нас, залетели вредители. Очень жарко, у нас засуха. И то холодно, то жарко. И вот видите, уже видно, как работали. Я обработала Скарада М. И сразу же видно, когда останавливается вот этот процесс. Вредители были уничтожены. И то же самое, еще один, вот тоже маленький, еще один. Так, после каждого растения обязательно марганцовка. Здесь что мы делаем? Здесь та же самая ситуация. Хочу, чтобы много новичков видели. Семидольный убираем. Здесь снизу все убираем. На землю здесь у нас соприкасается только один листик. И здесь тоже все убираем. 1, 2, 3. Здесь огурчик. 4 и 5. Тоже убираем. И тогда растет мощный огурец. Теперь остается, оставляем только дальше огурчики. Здесь вот снова видно, видите, с листиком, где вот серединка. Вот с этой стороны видно, видите, листик, пасынок. Тоже его убираем. Обрезаю вот эти усики. Здесь еще снова пасынок. Так, смотрите, вот огурчик видно, да, длинненький. Вот он. А здесь пасынок. Видно? Я его тоже убираю. Ну и остается подвязать эти огурчики. Вот теперь посмотрите, все вот уже обрезаны, то есть после зеленой операции. Вот эти огурцы уже заложен урожай. Мы их подготовили к тому, чтобы они были урожайными. Естественно, завтра уже в рыбах мы снова же изобильно польем. Сегодня мы провели еще и сухой полив, то есть сухой полив просапали. Ну и потихонечку, как только рыбка появляется, мы сразу же собираем их
и делаем салаты. Очень вкусные. Первые огурцы это самые-самые вкусные огурцы долгожданные. Вот здесь еще, вот смотрите, уже когда побольше огурец у нас, видите, уже идет плодоношение. Хочу показать, да, как оно дальше идет. Пасынки мы убирали. Там вот первых 5 было убрано и огурчиков, и пасынков, и усики. И здесь уже все питательные вещества отправляются на огурцы. Пасынков нету. Вот дальше тоже самая ситуация будет здесь. Здесь, вот видите, там есть пасынок маленький. Его надо сейчас уже удалить. И все. Еще на этом сейчас рядышком покажу вам, как здесь тоже можно проверять. Вот смотрите, здесь у меня еще пасынки не удалены, специально оставила. Видите, огурчики тут все нормально, но у нас есть пасынок. Можно его убрать. Очень легко убирается, когда они маленькие. Здесь я уже убрала. Здесь тоже. А вот здесь уже видно. Вот видите, если вы неопытные, то ждите, вот, чтобы они такие подросли. Огурчик виден хорошо, а вот это пасынок с листиками. Мы его сюда. Кстати, вот этот осик тоже убираем. Здесь нет необходимости на осике, потому что растения уже подвязаны, все для них созданы все условия. Садили, хорошая была кормовая база, фундамент отличный. И вот таким образом мы выращиваем, проводим зеленые операции и формируем огурцы в один стебель. И это изначально делается вот в период, когда начинается рост вот этих прекрасных растений. Сегодняшнее видео с ответами на ваши вопросы подготовили, как всегда, Раиса Горяченко и Александр Волик. Мы всем вам желаем мира и добра, благодатной погоды и хорошего урожая огурцов. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока.